No, out here. Touch the layer. So, welcome to TWR Facebook Live. I always face little challenges with the technology. So I think it seems like working fine. And I also have, I can see people who are listening. So please let me know you all hear me well and see us well. Wonderful. We already have in a second more than 100 people. So great attendees. Okay, so I wanted to welcome member or Dr. Pünцок La and Dr. Wangdyu. And Dr. Wangdyu is here up in New York, and Dr. Pünцок La is from right now I think in Russia and Moscow. So welcome both of you, and very excited about this topic about the dynamic energy or the wind energy, or chi in Chinese, the prana in Sanskrit, lung in Tibetan. And so we all know nowadays that a lot of interest, curiosity, researchers, and also people doing a lot of different forms of pranayama practices. So this is a topic I think is very, very interesting, because this also, these exercises, it's part of very ancient traditions, from many different ancient traditions, and part of these in ancient tradition, part of where people work with the wind in order to balance their health, and also people who are working like yogis who work with the prana and the wind exercises in order to ancient time, when there is not so much of a facility of medicine and so on. For some people, they did manage to kind of prevent a lot of sicknesses through exercises of wind, and also prevent a lot of, how you say, when they get sick. Итак, когда люди заболевают, то упражнения с ветром, многие йоги используют упражнения с ветром как основной фактор своего духовного развития. Итак, это очень широкая тема. Я думаю, что сегодня и доктор Пüнцок Ла, и Кюнга Вангдю будут говорить о перспективах тибетской медицинской традиции. Добро пожаловать вам обоим. Итак, сначала я отключу доктора Вангдю Ла. Включу доктора Вангдю Ла, пожалуйста. Прежде всего, я хотел бы поздравить всех с Новым годом и членов Санги во всем мире. Как говорил Ринпоче, мы сегодня будем говорить о динамической энергии ветра. Для того, чтобы больше узнать о ветре, прежде всего, очень важно знать о 5 элементах вообще, потому что в тибетской медицине есть 5 элементов.
и внешние, и внутренние, они, и их дисбаланс вызывает все проблемы. И также в тибетской медицине говорится, что все снаружи, вся Вселенная, все наше окружение, и также наше физическое тело состоит из 5 элементов. Это основа тибетской медицинской системы. Итак, сначала я думаю, что для того, чтобы понять взаимоотношения 5 элементов, нам нужно знать, какие это 5 элементов. Иногда мы говорим также о 4 элементах. Это почти одно и то же. Это земля, вода, огонь, ветер или лунг и пространство. Иногда мы не считаем элемент пространства, потому что оно всегда есть. Пространство всегда присутствует. Итак, когда мы говорим о балансе в тибетской медицине, это всегда вот самое важное. Баланс или дисбаланс. Мы уравновешиваем все эти энергии. Я думаю, что когда дело касается элемента ветра, мы это переводим как ветер, а это по-тибетски это лунг, элемент лунг. Итак, элемент лунг, он играет ключевую роль во взаимодействии ума и тела, то есть он связывает ум и тело. И все знают, что когда эти 5 элементов, будь то в окружении, в гармонии, в состоянии гармонии, тогда растения растут, деревья растут, цветы. И когда эти элементы, 5 элементов, в дисбалансе, становятся разрушительными, то мы видим природные бедствия, землетрясения, наводнения, циклоны, все вот эти вещи. Вот это то, что мы можем видеть снаружи, потому что есть дисбаланс 5 элементов, они друг друга не поддерживают, а повреждают. Когда 5 элементов в состоянии баланса, гармонии, тогда все работает безупречно. Итак, если бы не было солнца, у нас бы не было, потому что нам нужен огонь. Если бы не было воды, также не было бы существ, живых существ. То есть все зависит от этих элементов. Это первое. То же самое происходит в нашем теле. То есть то, что происходит снаружи, мы очень легко можем видеть по телевизору, природные бедствия, в экологии и так далее. Но внутри, сегодня мы говорим о том, что внутри, о 5 элементах внутри. И происходит то же самое, когда мы говорим о 5 элементах в живых существах. Есть существа живые и неживые. Когда мы говорим о живых существах, то чаще всего мы используем 3 энергии, принцип 3 энергий, то есть мы здесь используем не 5, а 3 энергии. Лунг — это ветер, трипа — это элемент огня, он производит тепло в теле, а слизь — это земля и вода, а элемент пространства всегда есть. То есть для всего, чтобы что-либо существовало,
нужно место. Иногда мы говорим отдельно об элементе пространства, а иногда, часто мы говорим энергия лунга, это энергия ветра или воздуха, затем трипа – это огонь, и бекен – это земля и вода. Вот эти три принципа – желчь, ветер и слизь, или трипа лунг бекен – это в живых существах. И давайте поговорим о них. Лунг трипа бекен. Лунг. Доктор Пюнцок, она больше будет говорить о различных видах ветра, а я буду говорить об общей вещи. Лунг отвечает за движение, за циркуляцию, это пищеварение, это тоже движение. И также в нервной системе есть движение. И самое важное, есть не только физические движения, но также и ментальные движения. Это эмоции и так далее. И лунг связан со всеми этими движениями. Особенно лунг отвечает за связывание этих двух вещей, ума и тела. Когда ум и тело взаимодействуют хорошо, то наше здоровье хорошее, и психическое здоровье хорошее. Когда они неплохо взаимодействуют, когда они не связаны друг с другом, тогда у нас возникают всевозможные проблемы. Хуже всего, когда ум и тело разделяются, это называется смертью. Иногда, когда ум и тело разделяются, это также проявляется как безумие, потому что нет связи между умом и телом. И это происходит из-за этой энергии лунг. В тибетской медицине говорится больше о той энергии лунг, которая мешает как психическому, так и физическому здоровью. Для того, чтобы у нас был здоровый ум и здоровое тело, очень важно заботиться о лунге. Это связующий элемент. Это первое. Давайте теперь поговорим. Я думаю, что о причине болезни. У меня здесь есть пометки. Вот позвольте мне в них заглядывать. Итак, причина болезней и причина дисбаланса лунга. Причина болезней в тибетской медицине есть две различные причины всех страданий или болезней. Это отдаленная причина и близкая причина. Отдаленная причина – это причина всех страданий. Это отдаленная причина, и мы называем это… У них также есть два типа – это общие и особые всех болезней и страданий. Отдаленная причина – это неведение. Неведение – это фундаментальная причина всех страданий. В тибетской медицине очень есть сильная связь с буддийской философией и с древней традицией Бон также. И тибетская медицина всегда связана с духовными практиками. И что касается отдаленной причины, то это неведение. Неведение – это незнание природы явлений, истинной природы явлений. Или же иногда говорят также незнание истинной природы нашего ума. Это как непонимание. Это общая причина всех страданий. И из-за этого, вот у меня здесь есть такая картинка, я в прошлый раз показывал. Иногда люди хотят что-то посмотреть, увидеть, а не только слушать.
И когда вы придете в тибетский монастырь, в храм, вы чаще всего вот это увидите. У входа вот это изображение. Это изображение изначально сделано Буддой Шакьямуни. Это колесо жизни. Здесь показано, как мы пребываем в циклическом существовании или в самсаре, почему мы страдаем, будучи внутри этого круговорота. И здесь три твари: свинья, змея и птица. Это три яда ума: ненависть, желание и неведение, или заблуждение. Это причина. Затем два сектора, белый и черный, это карма. Карма – это причина и следствие. Когда мы что-либо делаем, умом, речью и телом, позитивные вещи, мы накапливаем позитивную карму и получаем позитивные результаты. Когда мы совершаем негативное что-то умом, речью и телом, то мы накапливаем негативную карму и получаем негативные результаты. Затем 6 различных областей существования. Итак, для того, чтобы полностью избавиться от страдания, нам нужно достичь нирваны, выйти из этого круговорота жизни. Итак, вот это очень интересно. Вы можете сами потом рассмотреть, разобраться. Это общая причина. Дальше у нас специфическая причина. Это три яда ума, о которых я уже упомянул. Из-за неведения у нас есть три яда ума. Люди всегда, некоторые меня спрашивают, вы говорите всегда о трех ядах ума, но некоторые мастера говорят о тысячах мешающих эмоций, а вы всегда говорите о трех. Вот, все мешающие эмоции делятся на три группы. Особенно в наше время есть много сложностей в жизни, много соревнования, много мешающих эмоций. И все эти тысячи эмоций подразделяются на три группы, все эти тысячи мыслей. То есть такие три категории. Это специфическая причина болезней и страданий. Есть также близкая причина, и это наиболее важное в тибетской медицине. Это на практическом уровне больше. Два других – это больше так теоретический уровень, теория. А близкая причина – это наиболее важно в клинической практике. Близкая причина – это сам лунг, то есть три главных энергии. Три главные энергии, когда они в состоянии баланса, то это отвечает за нашу психическую и физическую активность. С первого дня, когда мы зачаты в материнской утробе, все эти три принципа уже в этом всем участвуют, и они помогают нам развить наше тело, развить наш ум, все. Они отвечают за здоровье нашего тела, за развитие нашего тела, за силу нашего тела, за увеличение его, рост его, за его правильное функционирование. Вот эти три главных энергии, когда они в состоянии баланса, это те же самые 5 элементов. Итак, когда эти три главных энергии выходят из состояния баланса, из-за времени года, из-за питания, из-за поведения, а иногда также духи могут влиять на нас. Это тоже есть большая часть такая
причин, которые вносят вклад в появление болезней в нашем теле или неврозов. Итак, вот эти три главных энергии – это близкая причина болезней, и таким образом нам нужно знать, что когда эти три главных энергии в состоянии баланса, то у нас все хорошо, мы здоровы, а когда они выходят из состояния баланса, то мы болеем. То есть тибетская медицинская система, я уже говорил, это по-тибетски. Там говорится, что наше тело состоит из 5 элементов или 4 элементов, и болезнь, которая у нас возникает, это также дисбаланс этих энергий. И что касается лечения, эти неравночные энергии, также лечение этих неравночных энергий также основывается на 5 элементах. Вот это основа тибетской медицины. Дальше у нас, кто этот подготовил, мы говорили о причине, мы говорили об условиях, и затем, теперь позвольте мне немного сказать об условиях, которые возникают. Мы говорили о причине. Что происходит, когда у нас есть причина, должны быть еще и условия, которые дадут результат. Когда у нас есть причина, нам нужны условия. И есть 3 вида условий. Прогрессивные условия, накапливающие условия и возникающие условия. Накапливающиеся условия или же прогрессивные условия можно положить в одну корзину и в другую. Что это значит? Так, прогрессивные условия – это такие… У меня есть много друзей, и пациенты есть также. Когда я проверяю пульс, я им говорю: у вас накопилось много энергии ветра в теле, и они говорят, спрашивают, и что же, к чему это приведет, какие будут проблемы. И тогда я говорю о знаках и симптомах, они говорят, этого у меня нет. Но это показывает, что у них накопилась вот эта энергия лунга, то есть прогрессирует энергия лунга в их теле, но пока что не проявляется, не показывается на уровне знаков и симптомов. Это означает период накопления, накапливающиеся условия. Например, накапливающиеся условия – это согласно времени, согласно стилю жизни, согласно питанию, что мы едим. И когда дело касается времени года, то первая часть лета, которую мы называем весна, то есть весна, весной преобладает свет и такие сырые качества в окружении. Из-за этих условий эти условия вносят вклад в накопление большого количества энергии лунга в теле, но в это время из-за климата, из-за тепла климата, эти накапливающиеся энергии не проявляются, то есть что-то их удерживает. Вот что мы должны понимать. То есть, когда что-то происходит в теле, но не проявляется,
на уровне знаков и симптомов. All right. So maybe we should. I just make a little bit conclusion for that. Может быть, я подведу итог сейчас. Ринпоче хочет передать слово Пюнцок Вангмо. Это называется прогрессирующие условия и возникающие условия. Возникающие условия – это питание, поведение и время года. Они непосредственно влияют на проявление проблем лунга. И поговорим об этом немного больше. Спасибо, Ринпоче. Спасибо, доктор Вангдула. Это чудесно. Прекрасная информация. Я передам слово доктору Пунцола. Она будет говорить немного больше специфически о причинах и подразделениях 5 лунгов. Пожалуйста. Hello. Здравствуйте. Thank you. Спасибо. Доктор Вангдула, доктор Вангдула, спасибо. Вы уже прекрасно все объяснили. Если посмотреть на эти 5 лунгов, лунг – это также не только один, не в одном месте находится. Ну, вот есть 5 категорий лунга. И также у каждого лунга есть свое место, свой путь движения и свои функции. Иногда я объясняю людям, чтобы им было более понятно. Я говорю, если посмотреть на правительство, то в правительстве различные есть ведомства. То есть одно правительство, но есть различные ведомства. И вот эти 5 лунгов, это как одни лунги заботятся о здоровье, кто-то заботится о здоровье, кто-то о строительстве, кто-то о сельском хозяйстве, вот эти ведомства. И вот тогда людям становится понятнее. В любом случае, вот есть эти 5 лунгов. Итак, первый лунг мы называем сокдзин лунг, то есть ветер поддержания жизни. Этот ветер – это один из лунгов, который позволяет произойти зачатию и развиваться телу. И так, когда мы теряем тело, то это последний лунг, который исчезает. Это вот это ветер поддержания жизни. И он располагается в нашей макушечной чакре, на макушке головы, и двигается вниз через горло, в грудь. И функция этого лунга, когда мы едим, когда нам нужно проглотить пищу, и также помогает вдыхать и выдыхать, также помогает выплевывать что-то изо рта. И также способствует рождению. Это один из главных лунгов, который отвечает за органы чувств, функционирование органов чувств, за зачатие, за восприятие. И если нам хочется, например, чихнуть, or even we don't need to do, but we try to have this kind of thing. This kind of when we disturbed, Итак, and then we consider is this lung когда
мы считаем, что этот лунг нарушен, то это когда у нас возникает потребность это делать, когда на самом деле этого нет. Например, чихать. И пример, если нам хочется чихнуть, если мы пытаемся удержать, не чихнуть, то вот эти вещи могут помешать, нарушить этот сокдзен лунг. То есть, если дальше есть кенджу лунг, это восходящий лунг, второй лунг, он располагается в сердечной чакре и поднимается через горло. И этот лунг, функция этого лунга, когда мы разговариваем, формирует слова, когда помогает также сохранять физическую силу, особенно ментальные способности, умственные способности, также способствует хорошему внешнему виду, дает решимость, уверенность в себе, также память, ясная память, острая память. Если помимо общих условий лунга, если, например, если мы слишком много говорим, используем неправильно свой голос, то все это может создавать конфликты, нарушить вот этот генджу лунг, восходящий ветер. Третий лунг – это чапджи лунг. Чапджи – это всепронизывающий. Это означает, что это охватывает все тело. И вот этот чапджи лунг, он находится базируется в нашем физическом сердце, и он распространяется по всему нашему телу. И главная его функция – способствовать циркуляции крови, кровообращению, и также любым физическим движениям. Большее движение тела, включая открытие и закрытие органов чувств, то есть все движения тела связаны с этим ветром. Этот лунг может нарушаться помимо общих условий лунга. Специфически он может нарушаться, если мы пьем недостаточно жидкости и тело обезвоживается. Или же у нас сильный стресс, много беспокойств, и мы гневаемся все время. То есть любой вид ментального стресса или неправильное использование тела. Если мы слишком много пьем кислых жидкостей, например, там преобладает огонь, элемент ветра. Если также мы... Все это тоже может нарушать обезвоживание, это может вызывать обезвоживание тела, или же жидкости тела воспаляются. И в этом случае также возникает проблема с функционированием чапджи лунга, всепроникающего ветра. Следующий лунг – это меням. Меням – это ветер, уравнивающий пламя. Which means is fire accompany means is goes with the other digestive system. Это означает, что это связано с пищеварительной системой. В тибетской медицине мы говорим о 3 пищеварительных системах. То есть первое это зависит от пекен, слизи.
Второе — это переваривание трипа, желчи. И третье — это вот ветер, сопровождающий огонь. То есть он сопровождает переваривание трипа, чтобы более сильным становился огонь. И главная функция этого меням-лунг — это разделение на чистое и нечистое содержимое пищи. Когда мы едим, то главная цель — это восстановление составных частей тела, питание тела. И как мы получаем питание для тела? После того, как мы едим, то все эти три пищеварительных системы, если они правильно работают, тогда мы получаем пользу от еды для тела. И в основном этим управляет вот этот ветер, уравнивающий пламя, или ветер, сопровождающий пламя. И затем чистые содержимое еды превращаются в мышцы, жир, кости, костный мозг и в регенеративные жидкости. В регенеративной жидкости есть также данг, чистый аспект, который дает силу тела. И последний из 7 составляющих тела, из 5 лунгов, это турси-лунг, это нисходящий ветер. Нисходящий ветер базируется в районе таза и распространяется, движется по органам деторождения, мочевому пузырю. И функция этого лунга — открывать и закрывать нижние ворота. Например, если нам хочется пойти в туалет, помочиться, это также не только выделение кала и мочи, но также менструация, это и также вот выкидыши и так далее, это нарушение этого ветра. Если нам, если мы сдерживаемся, когда нам нужно пойти в туалет, и наоборот идем, когда этого не нужно, без необходимости, то тем самым мы нарушаем очень сильно вот этот нисходящий ветер. Турси-лунг базируется в нижней части тела, как я уже сказал, в области таза. И когда этот лунг нарушен, то возникает проблема не только в нижней части тела, но также это влияет на ментальное состояние. Очень часто, когда у нас просто запор происходит, этот запор также связан с турси-лунг, с его функционированием. Когда возникает этот запор, это также показывает симптом ментальной дисфункции. Это может быть из-за стресса, из-за учащенного сердцебиения, депрессии, раздражительность, вспыльчивость. Ринпоче уже говорил раньше, это очень важно понимать вот эти ветры. Когда эти ветры в равновесии, то они очень полезны для тела. А когда же они в дисгармонии, то это вызывает много страданий. Это вот 5 лунгов, где они расположены, как они движутся и какие их функции. Я на этом закончу. И о симптомах я поговорю позже. В следующий Спасибо, доктор Пюнцок Вангмо. Это было чудесно. Я думаю, что вначале доктор Вангдю говорил о ветрах, о
И ветер отвечает за движение, ветер отвечает за движение Вселенной, он создает Вселенную, он растворяет Вселенную, он создает наше тело, растворяет наше тело, создает болезни, излечивает болезни. Если подумать о ветре, лунге, то лунга также участвует в создании болезней. Есть также лунг Ринпоче, это драгоценный ветер, это когда лунг является частью лекарства. Я не очень сильно знаком с тибетскими медицинскими реалиями, и лучше пусть об этом говорят доктора. Я немножко скажу больше с тибетской стороны этого, или с точки зрения дхармы. Прежде всего, идея ветра или лунга. Я думаю, что лунг можно видеть как нечто позитивное и как то, что вызывает помехи. И это может быть очень разрушительным или же, наоборот, исцеляющим. Лунг обладает различными характеристиками. В высших тантрах, в высших тантрических поучениях наиболее важный усиливающий фактор медитации – это физические упражнения с лунгом. Я просто скажу просто. Например, если посмотреть вниз или вправо или влево, это различные виды взгляда, и просто благодаря тому, что мы по-разному смотрим, мы активизируем различные ветры или ощущения в сознании, или же различные позы, йогические позы. Если сидеть вот так прямо, то наши энергии, они более прямые, каналы более прямые. Когда каналы более прямые, то и ветры более прямо движутся. Когда ветры прямо движутся, то это производит такой... Сознание хорошо себя чувствует, нет другого выбора у него, когда поза правильная. И это вот такое... Йоги используют эти упражнения с ветром для усиления практики, интенсификации практики или для преодоления препятствий практики. Также очень важный фактор высших тантрических поучений. То есть вся практика связана с тем, чтобы направить тонкий ветер и тонкое сознание, центральный канал. То есть это такая способность направить лунг-тава, тонкую энергию и тонкое сознание, центральный канал. Когда они оказываются в центральном канале, то происходит такое духовное пробуждение, глубокое чувство духовного развития имеет место. То есть это вот влияние ветра. В одном из текстов говорится, вот я сейчас по-тибетски прочитаю, здесь говорится о 9 ветрах. Это по-тибетски они вот так называются. Это вот 9 различных стадий лунга, состояний ветра. И вот эти стадии, они зависят от степени пробуждения сознания. Первый – это сущностный лунг, сущностный ветер. Это как коллективное осознание, то, что вне наших физических ограничений, наших концептуальных ограничений. То есть, когда все взаимосвязано,
И сюда включается и материя, и ум. Затем второй лунг. Здесь больше включается осознание, там есть ветер, но также есть способность осознавать или не осознавать. Следующее – это когда осознание включается, осознает само себя или самоосознание, хотя это состояние сознания, это не только состояние сознания, это ветер, который влияет на какое-то движение, на изменение, на трансформацию. Этот ветер, который связан с самоосознанием, он обладает очень высокими духовными качествами. Я не буду слишком долго говорить, но самое главное, дальше становится все хуже и хуже. Дальше концептуальный ветер, то есть 84 тысячи различных мыслей. Когда у нас так много есть, может быть, мешающих мыслей, это не просто мысли, это также ветры, лунги. И иногда людям трудно заснуть из-за своих ветров, концептуальных мыслей, которые активны. И еще хуже, это негативный ветер негативных эмоций. Дальше возникает ветер, где возникают различные болезни. И затем саморазрушающий ветер. То есть от такого объединенного поля сознания, от ветра, связанного с ним, до очень саморазрушительного ветра, состояния сознания, ума, Сибитоклунг – это очень разрушительный ветер. То есть очень интересно видеть, как вот эти различные ветры, они связаны с состоянием духовного пробуждения, со степенью духовного пробуждения. Может быть, я еще немножко сейчас скажу, чтобы переключить тему. Вот сейчас доктор Пюнцок Вангмо говорила о 5 ветрах. И с точки зрения такой тибетской медицинской точки зрения, я поговорю немножко, опять-таки, с духовного измерения об этом. Согласно, есть там похожие аспекты, есть различные, отличные. Согласно циклу учения Маджу, материнской тантры, говорится о том, где базируются эти ветры в нашем теле, какие у них могут быть цвета и формы, и функции, какая от них польза для здоровья, какие последствия от того, что этих ветров недостаточно. И одна интересная часть здесь, я думаю, в тибетской традиции мы говорим гомши, какие медитативные или духовные преимущества от этих 5 ветров. В каком-то смысле даже вот идея смеха, юмора, это нам всем очень нужно. Но как этот смех и юмор возникает? Как это связано с ветрами? Это восходящий ветер. Он вызывает пение песен или же способность смеяться. Или же, если наш восходящий ветер, если его нет, или он в неправильном направлении двигается, то люди лгут, говорят неправду. То есть поведение вещи или эмоциональное поведение, оно зависит также от этих нарушений ветра, есть у нас они или нет. Например, одно из упражнений для ветроподдержания жизни, здесь говорится,
Может быть, я не буду слишком отнимать много времени. В конце я вернусь немножко к этим медитативным преимуществам от этих, медитативной пользы от этих 5 ветров. И, может быть, мы также провести такой небольшой короткий эксперимент медитативный вместе. Посмотрим, насколько у нас хватит времени для этого. Я думаю, что у нас есть еще полчаса. Может быть, доктор Вангдула, вы еще поговорите о 5 ветрах. Большое спасибо, Ринпоче. Ринпоче позволяет нам объяснять вот эти внутренние, нам объяснение этих внутренних практик, внутренних лунгов, как они используются в духовной практике. Большое спасибо также доктор Пюнцок Вангмо за ваше объяснение. Я немного сейчас вернусь к тому, что говорил, и подведу итог этому. Это касается того, как это проявляется в повседневной жизни. Это вот условия накопления, условия возникновения. Самое главное, что у нас накапливается энергия ветра или проблемы ветра, или излишек ветра в нашем теле, когда у нас происходят стрессы, когда у нас есть беспокойство, или же мы печальные, возможно, негативные вот эти вещи в нашей повседневной жизни, особенно в 21 веке. Люди ходят в офис, занимаются бизнесом, сталкиваются со сложностями, со своим начальством, сотрудниками и так далее. Каждый день у нас какие-то стрессы, у нас жизнь полна стрессов. И самое важное в повседневной жизни, нам не нужно сохранить вот эти стрессы и беспокойства, нежелательные вещи, нам не нужно их сохранять долго. Если мы их долго сохраняем, то чем дольше мы их сохраняем, тем больше это накапливается у нас энергия ветра и способствует ее дисбалансу. То есть одно на другое накладывается. И вот это прогрессирующее условие. Затем есть такой уровень, когда вот он достигает этого уровня, то происходит взрыв. Это как будто мы надуваем шар. Если мы слишком большое давление применим, то он взорвется. И в практике повседневной жизни, когда у вас происходят стрессы, когда у вас возникают всевозможные проблемы, напряженные ситуации, то давайте себе время, 5 минут, 10 минут, и постарайтесь их отпускать. Это практический уровень, это очень полезно. Поэтому в тибетской медицине говорится, что есть условия накопления, условия прогрессирования и условия возникновения. И не ждите, пока что-либо возникнет, пока появятся знаки, симптомы дисбаланса. Что можно делать? Можно делать много вещей. Можно делать много для того, чтобы отпустить стресс, то есть, чтобы выпускать этот накапливающийся ветер в теле. И также нам нужна еда каждый день для нашего физического тела. Нам нужно подзаряжать свое тело. Если мы питаемся 3 раза в день, это дает нам энергию для нашего тела, но одновременно также и для нашего ума. Мы также подзаряжаем наш ум, нашу ментальную силу. И для этого используется медитация, релаксация, дыхательные упражнения, слушание хорошей музыки, уделение времени какого-то себе, общение с друзьями. Особенно в тибетской медицине говорится, что нужно побыть в теплом, уютном месте,
с любимыми, дорогими людьми. То есть, чтобы было красиво и снаружи, и внутри. С близкими друзьями, с теми, кто учит вас чему-то позитивному. Дхарма-центры — это прекрасное место для того, чтобы пойти в случае стресса. Можно также пойти послушать музыку. Это очень простые, но очень полезные для повседневной жизни вещи. Потому что, как я уже говорил, некоторые люди говорят: у меня нет проблем с лунгом, но вы проверяете мой пульс и говорите, что они есть. Они просто еще не знают, что их воздушный шар почти уже полон. Если еще дальше надавить, то появятся знаки и симптомы, и будет страдание. Вот поэтому, прежде чем этот уровень достигнут, очень высокий уровень, постарайтесь каждый день это выпускать. Некоторые люди практикуют медитацию каждый день 5-10 минут, это очень полезно. И тогда есть также другие вещи, которые вы можете делать. Спасибо, Ринпоче. Спасибо. Я думаю, что вы меня слышите, да? Доктор Пюнцок Вангмо, может быть, вы хотите сказать несколько слов? Хорошо. Доктор Вангдю, спасибо. Если посмотреть, как мне узнать, мои 5 лунгов в балансе или нет? Когда мы смотрим на ветер поддержания жизни, сокдзен лунг, если сокдзен лунг не в равновесии, то один из главных симптомов — это ментальные какие-то моменты, то есть плохая память, волнение. И также хуже функционируют органы восприятия, органы чувств. Это одно. В случае, если это происходит, что вы можете сделать? Вам нужно, вы можете поменять питание, поведение. Также можно применить какую-то внешнюю терапию. Если посмотреть на восходящий ветер, на его функции, когда вы говорите, ваш голос дрожит, или же вы начинаете заикаться, ваша речь не плавная, или трудности с дыханием также, учащенное сердцебиение, и также вы теряете хороший вид тела, и также у вас будут проблемы с вдыханием, со вдохом. Если все это происходит, то вы можете также использовать, поменять питание и поведение. Дальше всепронизывающий ветер. Если он плохо функционирует, какие это проблемы? Одна из основных проблем — это потеря памяти, боли в сердце, скованность в области сердца, конечности холодные, то есть кровь не поступает вовремя во все места тела. Дальше simple things we will have, as I said, like a cold limbs, and the worst case also we will have like seizures. And then starting from there also we will get unexpected issue, problems, disease. В худшем случае будет также онемение конечностей. Dr. Wangdyu mentioned the wind is everything. And then once we also like happen this kind of this that the pervading lung dysfunction, если плохо функционирует всепроникающий ветер, то мы будем чувствовать онемение конечностей, и мы не будем их чувствовать иногда.
Когда мы теряем функции ветер, сопровождающий огонь, то у нас будут всевозможные внутренние проблемы, начиная от несварения желудка. И хуже всего это также рак, опухоли, диабет, все вот эти неожиданные тяжелые болезни. И корень всех внутренних болезней – это несварение, плохое пищеварение. Это корень всех внутренних болезней. И вот тогда все эти неожиданные болезни, артрит, ревматизм, вот все вот эти проблемы появляются в различных частях тела. Иногда это проявляется на уровне ума, иногда на уровне суставов, конечностей, там, боль и так далее. Но корень – это несварение. Несварение означает, что вот этот ветер, уравнивающий пламя, или ветер, сопровождающий пламя, вот он плохо работает. Дальше нисходящий ветер, когда он плохо функционирует, то симптом – это запор, нарушение менструального цикла, боли во время менструального цикла, или же преждевременная эякуляция. Вот все вот эти проблемы, или же учащенное мочеиспускание, или наоборот, редкое мочеиспускание. Итак, вот это последствия дисфункции 5 ветров. Вот как это проявляется на уровне симптомов. Что мы можем делать для того, чтобы это исправить или сбалансировать? Мы можем с помощью диеты, питания, например, природа ветра – это света, природа ветра – это свет. Нам нужно есть что-то более тяжелое. Также природа ветра – это холод. Нам нужно есть что-то теплое, принимать теплую, тяжелую пищу. Это на уровне питания. И в этот момент лучше не пить жидкости с горьким или вяжущим вкусом, например, чай или кофе. Также не есть бананы с вяжущим вкусом. Также можно изменить поведение. Об этом больше будет говорить Ринпоче. Это я не буду затрагивать. Это медитация. И доктор Вангдю говорил уже также о аспекте поведения. И что еще мы можем сделать? И есть такой простой вид лечения на внешней терапии. Мы можем использовать масляные компрессы, масляную терапию. И здесь мы можем использовать то есть мы можем использовать это с чакрами, макушечной, горловой, сердечной, пупочной и тайной чакры. Также мы можем прикладывать эти компрессы на ладони. То есть нужно завернуть семена с кардамона с шафраном в вату, сделать такой шарик, подогреть это в масле, и затем прикладывать к этим точкам. Еще одна простая вещь. Мускусы кардамон, завернуть в такой шарик. Итак, можно сделать бульон из костей. Если это большое животное, то это лучше. Это лучшее средство. Можно подогреть этот бульон более 2 часов. Туда положить также имбирь, также лук, 2 куска помидора. И все это вместе варить. И потом это пить. Этот бульон на костях. Еще что можно делать? Взять кусок чеснока, почистить.
очистить чеснок, положить в хороший алкоголь. У нас есть свой алкоголь, который делается из ячменя. Это очень похоже на японское саке. Или же вы можете положить также в коньяк, оставить на ночь, и на следующее утро выпить максимум 1 столовую ложку или минимум 1 чайную ложку, когда на голодный желудок утром. Если это делать, такие простые виды лечения, то есть теплые масляные компрессы, или пить бульон из костей или мясной бульон, и класть чеснок в алкоголь, а потом пить. Если пить больше 3 столовых ложек этого алкоголя, то это становится ядом, тогда не лекарством. То есть максимум это 1 столовая ложка, минимум 1 чайная ложка утром на голодный желудок утром. Вот я надеюсь, что вот эти простые виды терапии, их очень легко подготовить и применять, и они принесут вам пользу. Спасибо, Ринпоче. Большое спасибо, доктор Вангдю. Это действительно очень интересно. Я думаю, что очень многому можно учиться, узнавать. Я уверен, что наши слушатели чувствуют также, что слишком много информации. Эти беседы записываются. Они будут на моей страничке, и в любое время вы можете их снова прослушать. Пожалуйста, можете это делать. Прежде чем у нас время закончится, я хочу сделать еще объявление. Завтра что мы будем делать? Завтра на моей страничке в Facebook Live в полдень по нью-йоркскому времени у нас будет беседа с различными учителями различных тибетских и буддийских традиций. Наверное, вы уже видели объявление на моей страничке. Там имена этих учителей, их фотографии. Я просто хочу упомянуть их еще раз. Там будет президент несектантской организации, также это вот учитель из Сиэтла, учитель из Dharamsala, вот сейчас путешествует с его святейшеством. Минджу Ринпоче, он уже сейчас в Непале, Цогьял Ринпоче из Dharamsala, Джонан Джалчап Ринпоче, он также живет, является главой традиции Джонанпа, он живет в Dharamsala. Цогьял Ринпоче, мой друг, также живет в Dharamsala. У нас будут все эти чудесные учителя. Завтра в полдень по нью-йоркскому времени мы будем говорить о наших общих основах, о наших духовной традиции, тибетской духовной традиции, что у нас есть общего, чему мы можем учиться друг у друга, и также какие есть различия, как мы можем получать пользу от наших различий. Я очень жду этого события и хотел бы пригласить всех вас. Пожалуйста, сообщите также всем вашим друзьям, кому это может быть интересно. Может быть, поскольку у нас осталось мало времени, мы можем сделать небольшое упражнение, связанное с ветром. Есть такое упражнение, которое
Из 5 упражнений с ветрами оно направлено на восходящий ветер. Мы можем сесть прямо. Направить свое внимание на горло. Там базируется восходящий ветер. Когда вы чувствуете, что ваше внимание остановилось на горле, на этом ветре, и ветер там присутствует тогда, вы глубоко вдыхаете, делаете глубокий вдох, задерживайте дыхание в горле, это аритмичное дыхание, это тоже ветер. Затем медленно наклоняете голову вперед и вращаете ее вот в таком направлении 5 раз, не выдыхая. Затем в другом направлении 5 раз. Вы все еще не выдохнули. Затем возвращаетесь в центр и медленно выдыхаете через ноздри. Когда вы выдыхаете через ноздри, энергия из центра вашего тела выстреливает вверх в область вашего мозга. Вы чувствуете, что у вас раскрывается макушка. Давайте сейчас еще раз это повторим. Итак, мы направляем внимание на горло, вдыхаем, задерживаем в горле, потом 5 раз вращаем головой в одном направлении, 5 в другой, всего 10 вращений, потом останавливаемся в горло в центре, выдыхаем, и наш воздух, наша энергия выстреливает вверх, в область мозга, и тут же у нас возникает такое чувство ясности, ясного присутствия в макушке. Давайте это повторим 3 раза. Еще раз. Последний раз.
Так, направьте свое внимание на горло и макушку и осознавайте, что есть чувство большей открытости, раскрытия, открытости в горле, и есть явно больше чувство открытости, живости в вашей макушке, в голове, в мозге. Есть чувство, что больше циркулирует в кровь в мозге. И это вот восходящий ветер, энергия этого лунга, которая движется вверх. И этот ветер осознания влияет на вашу макушку, на вашу область мозга. И этот ветер помогает ощущать более чистое присутствие, ясный ум, способствует памяти. Этот ветер также соответствует смеху, юмору, спонтанному пению. Еще одно очень простое упражнение, без движения, только с помощью простого внимания. Мы направляем внимание на сердце, на сердечную чакру. Мы можем вдохнуть глубоко и задержать воздух в сердечной чакре. Удобно, так долго, как можете. Когда вы больше не можете удерживать, просто выдохните полностью через ноздри. И в конце выдоха находитесь в чувстве большего раскрытия, открытости, священного пространства в области сердца. Давайте повторим это 3 раза. Мы делаем более глубокий вдох, удобно удерживаем так долго, как можно, и выдыхаем через ноздри полностью. И в процессе выдыхания вы почувствуете больше раскрытия, открытость в сердце. Осознавайте это, и вы полностью покоитесь в этой открытости сердца. И повторим это 3 раза. Последний раз. Осознавайте, когда вы направляете свое внимание на сердце, это внимание, присутствие вашего ума в сердце, также лунг. Когда вы вдыхаете,
Это ритмическое дыхание тоже лунг. Когда вы держите в сердце, когда вы выдыхаете, это тоже ветер. Когда вы чувствуете чувство открытости, присутствие открытости, необусловленное чувство присутствия в сердце, то это также связано с лунгом. Я говорил ранее, есть возможность самоосознания в пространстве сердца. Okay. Спасибо большое. Я думаю, что у нас не так много времени осталось. Я бы хотел попросить Аню. Я знаю, что Аня наша хозяйка. Большое спасибо, Аня, за помощь нам. Она напоминает нам каждый раз, когда мы о чем-то забываем, о том подготовили для этой встречи. Она много раз тестировала, как работает техника. Хотя она находится в личном ретрите, нам приходится ее прерывать. Я очень ценю ее помощь. И также всю команду TWR Facebook Live. Аня, пожалуйста, наверное, я уже это сделал, может быть, сделал на веб-сайте, вместить информацию о докторе Пюнцок и докторе Вангду, чтобы люди могли с ними связываться, получать информацию о них, если ты можешь там все это разместить, ссылки, было бы здорово. Доктор Вангдула живет в Нью-Йорке, а Пюнцок в Массачусетсе. Она много ездит, насколько я знаю, как и я. Может быть, я бы хотел сейчас... У нас почти 270 человек участвуют в этом чудесном разговоре. Я бы попросил доктора Вангду подвести итог тибетски, потому что иногда также нас слушают тибетцы. И они просят, почему ничего мы не говорим по-тибетски, спрашивают. И иногда они... Последний раз я разместил что-то, и кто-то написал, вы не можете написать по-тибетски? Кто-то написал. Это немножко так, как будто... Немножко так осуждающе. Конечно, я могу писать по-тибетски, и я много пишу по-тибетски. Я не думаю, что... Если кто-то не видит этого, то это не значит, что этого не происходит. Ну и есть много тибетских друзей, которые очень хотели бы слышать также эти беседы. И если вы все хотите послушать то, что вы не будете понимать, то можете оставаться. А если кто-то... Мы сейчас будем немного говорить по-тибетски. Несколько следующих минут. Большое всем спасибо. Всей нашей киберсанхи, всем нашим слушателям. Доктор Вангдула. Рубजे ласо сингдугел ласо ане томадлия танганзо атенда ди налия ngotipinal tangenge ngazo pyujipunda
상말이야 아니동 쪽계기다 지루가 남로서 세베 가든 된종의 삼리트스텔레 슈야타 아르미치 초 다른 데마 그런 벽에 돈의 직세도는 야부도 센도스 칼럼나스 제장의 벽에 돈은 마도스 부식나 버전의 슈샤기니 다른 안조 딜리아타 루부치 초레 다나시 아니 임spun조물라제 다나시 아냐제 예기 당조 고갑들이 스튜인제 안당당 아란조 벽에 직슝나네 다간다 직내 초왕하다 중앙 예배나네 엔초왕에게 야게 벽에서 직바단 저와 예배 토네 아니 다 지게기 되녀바 망보치리아 루부치 두다 넘버 군두다 간다 직 아란조 벽에 직슝디 캬베 당야제 디 마냠 공배다 냠버술주기 잘레 딘데치다 간다 굴레 견제 나기 예배 텔레야 안조 상매 잡슈들 루부치 투시세니 슈야체 아니 대다 다른 데마다 루부치 데마 크라운룽 콜 벽에 토네 직세토네 야부도 숨도 제자 다른 안조 데마다 졸레 망체 루부치 조 안조 룽세야 당 안조 베베나는 지단 룽세야 하구여의 장맹 안룽나서도 콜 아니 직선바 기본 마차부자 룽 직룽스지 차바다 아니 마기벌 소바들이 중배 카둘 룽스야의 신기여리나야 다 룽스야디 가츠스 캡첨부 임바디 엔디콜 다른 안조도 스마트 셰스도 슈여의 엔데셰다 닝드르도 조데 엠지 군조om라담 넘버 군조om라담 니니게 더 소르베기 시르샤베기 토네 아니 룽스야디 칸티시미 직체 루부체기 rumjedenzo gela choge tanda ji nangthe khonda tada aranzo nyamleng thone zo nyamleng rang thone ta lungsia de khatis nyamleng chikyu ba tinde kol ma tu sen nangson ane don dor ro stuje shubin da lungsia di ta gada ngaranzo chinne gin jigden da nan chu ge semjen da thamje ta ganda ya thongmar ya chube gi shidian di chag yor pardo nebe gi ta ganda kensne ri gyuina di chag yor an taman jigbe gi ta kensne di chag yor je da lungsia de shibuch ta nenga chimbo da ke chimbo shibuchi cha de gi yor is 개대 된다고 다 룽디 양 넘버 넘버 규르바스 라빈데 아니 코 축제 룽디 아니 지 양나 망차바 양나 융차바 페와다 세바 축바 라소바 준비이나 아니 양코기 다 간다 지 진뇌긴 지겐라 이미나 시우치 다 간다 가자 아주 다만 지 개바 동야들 개바 미지고 추지고 룽 지고서야들이 아니 딘데기 제야 유유야 대바 안다나 시행아 좋다 지 룽수비이나를 타차이나를 줄로다 사용라 소바다 탐제 아니 중화도 이렇게 대나네 다 룽시야디 슈청비 슈치 임바체 ana lakbar do aneta lungsia di ana ju jing ran ju subo ge kan ma le yom be khatulia ani lung de ta ga subo na ge gu chue ge jik ju thakshi ge khor la so ba je ta na jin ju je ge ma la so ba je ta na sing ju sa gar ge ma la so ba kan dar yang ran ju ge jik lu nga yi sum jin gyu wa gu chue ge jik ta tham je lung da je wa ye de ba ot tin ji je es ana lakbar do ta ran ju pe ge kha so ge jin na nga mo ge ta ga da na sem gi nyam le tin 남배 카톨리아 룽고콜 룽조르 그리트데 망고 시부지 지규여대 봐 아니 룽데 배조 단셴베이나 아니 제 오늘 타네게 제다 다바다 탐지 김에 고방스네 간다한다 제 가족은 지딩 드네 드트베게 탑람 드네이나 제 투야 유바 아니 안지 내갑기 소소기 최대한다 양지 류기 지금 당 톱게 야로서 뭐 세정 부차야로서 뭐 된대기 냠는 지규여대 봐체 진짜 차대 그래서 양데 룽데 단지난 시리 양 룽데래 양아주 세리 줄람제 투지 ndela soba tidegia 강에 체베 카도르 양코스 원하는 교친제 아니 그 내나자 망고 쉬우지 사용 아니 룽근나 지 디도 지 가서 룽기 지 가서는 도와드로 페세 추바 교월 따니 아니 지 셈캄라야 지 가서 지 포도 영야다 아니 셈레야 셈마기바 차야 셈여저고 저차야 셈체로야 셈체찬로야 쳬바찬로야 딘데기 내다 망고 지용바다 냠도 수불라 임비네 다 간다 수불 룽근나자로 소바텐데 망고 체제 착시 차고 고르고 쳬바 차야 착시 토바 차야 닝근나자 차야 소룽가 나자 차야 닝룽가 나자 차야 다가는 시는 다 분조 엄라 간마 룽가 예왕아디 송진다 켄규다 캡제면냠 투세 라소바 나방아디 얘기 나려야 아니 라랑 소소게 내가 균댕게 내가 가르치기요 봐 개델룽디 교치비나 아니 균댕게 내가 멤버 빼나 저거다 짐발라 소바 마땅야가 잡라 아니 공가대지 쪽방가바 유고요 짐바가바 유고 다가는 시가 좀 나와긴 다 센도 나와 뒤돌리도 따다 투세 룽가 소바 조금만 비자자야 양고 니마 숨쉬기 제리야 체야 된조게 내가 도야 콘도제 아니 뒤마른 발라 레야든지 레베투즈라 말레야 진 가데야 다가는 시 녜도 유베 심젠도 보고 쇼리아로서 버틴지 딱 한다리야 수고난 유베긴 중아 룽시아드 추부이나 안 간다간 저 류가 이숨부터 레야 강해 침부시 우지 제용야래 아니 진짜 연구열에 세네칼로남데 나송 되니
데나마 아주 롱게 직 맨저라고 찰라친 부치야 되게 털이야 된다 좀 라그디 콜나 송아 등아주 베나 루주스 코알라 소바 루탄데 통야 루탄데 좀 셈젠 쳔보도 좀 셀론 소유 슈충세야 데 슈구 탕지 다가나시 셀론 직든 소리 소베 유와 직든 좀 두르제 아니 고과든데 데스데 스탑드네 에네 가자로 소바 루제 두르제 동비나 롱라 핑게여 안다가나시 아주 둥상가야 데 롱게 상도 좀 상말이야 눔게 자디단 권유든 마 동제 디레남 지제 눔 사보수제 롱게 상카 예바든 좀 롱상가제야 롱야 페데바든 좀 만장바체야 그 탑람제 엔다가나시 아주 꾸니체야 바 꾸니 눔 사보수제 수불라 온데 마사지스기여 바 어디 꾸니체야 텐데 제비나 안 롱만 좀야 다 텐데 그 돌아 펜도이고 어디 텐데 기타 랍자 텐데 로지 페제 텐데 로지 답페제 도데 로지야 제비나 텐데 로지 또 세네 다른 중송스 아니 어디 텐데 로지 다 벽에 나 페제 텐데 시야이 뭐지 last one ane tuche ane chenambani 가르소래 단다 직디스 don't want to let you call you ane 가세야 란즈 베베 변다도 데버도지 진대yana ane 직직 송나 라스무지 라스무라 다나시나 라스무지 에저스로나 저분저 라스무로나 ngaimbenyela 라스무로나 벽에가 시어를 가져올 나 그래서 대 예명을 표정이 nga namju zo desere buti tande di America Massachusetts le di yu de yang anzu tande shengshung phemen la praji nyedong nga ne gozong de tanga zo di na ye kigen de chene de yu ani nyedong joksum ne nga zu la yan tande di ursula ya phemen la praji go chene yang de kap kap de lobjen chi ga yung yu da zo di tande di nga zo le ga chese de shengshung pherik be shiri simchu de ne tande 나가 나버린 부채기 조난되게 단대 생성 되네야 레가 지유 아니 더버더버 나야 윤 아니 단대 생성 그 타겟팅네네 시그널나 아니 티네네 저나 투브리스 엔 저나로나 슈이 laso ani ngaming la imju wangdu sensigiyo nga tanda desa new york la tu sentegiyo nga ta gu chodu samne ani minzgan tembege amemba tanda yin and da tibato chik yaga peyul so minzgan yala menga du sinje tu start sentebre and tanda desa de new york tegiyo new york council tegiyo ta imam ji washington new york tenya chu ani new york la nam yu chik ne bataya ta chu to ro chik chigiyo so ro be tolia ta nam ju ju zo la je ta na shi california yu be konzo anzo member to ha she yu konzo yam da yan ta chik meng 야 지 담시 지하수로 근데 다 냠래 지하수로 근데 저 체제 되게 제자 넘버 소야 내가 된도 난게 단 저와 난군이 별 소리 배터를 하고도 지 장군이 다 포서 소리 배터를 캔군이 들 여비나 능할 저 나로나 예 광단데 917-937-6743 나서 같이지 tuche 그리시 ane 여러분들 어머나 tuche 왕빌 tuche다 나도 왕빌하기 디 닝동대 빼하고 쉬우지 송송 아니 tuche 쉬어이 아니 저 다다 그렇게 돌아 생긴 한번 참말라 tuche 아니 마음볼라이네 따티스티스 가르소래 얘기가 이게 모델이 토네 티치지 망치에디 저 초조하다 대박이 여기 로마든 중 얘기요래 아니 근데 인도가라 망치 얘기한 상마디 시제미 인도가라네 먼저 게디 망치 인지게라 인지게토래 마시기요 티맨 아니 가지안 갑가라 배웠는데 가시기 아따지 벽에 돌아 마시는 거리에 삼삼도지 공부했어야 되는데 다시 사시슈이 아니 년게 제적 급주 고고 상마티 인지제 아니 먼저디 얘기 모델 제비 갑둘라 아니 기릭 민다와 주빈 사지나라 파체 남산 주르기요래 베나 단다도지 차샤나 게민다와 주빈 사지나라 파체 주르기요래 아니 더블링 카사카메 tinshiyai ane ta keche sara shiyachigla sani tangye sani ningung chuzu jungni New York chuzu jungni tolaya ane yang de ngode tedong june tanda donglin chi chere donglin di zoji chulu chuju chamtun seage donglin chi chere ane di dinala zoji jongdo chuju kage lama namba mambuchi dende shiyu tanda
작품 지면 완전 rinpoche 공 추지림에 먼저때 아래는 이동 쭉직로네 조세의 추지림에 김에 속어지요래 안티기 공 포도래 아니 단다 김부 잠버는 붙이 공 세야도 보게 서적이 조조 나와시요래 아니 양대는 붙이 단다 드람살을 쉬고요래 공 단다 퍼제 군디 지지가서 파수 군디 님도 지지난 거요래 아니 대 민주는 붙이 남부도 삼마팔지 망제 신기래 공 바이루 슈거래 소개는 붙이 양 단다 드람살라 슈기요래 아니 단다 전환 자사를 붙이 공 드람살라 슈거래 공리 공 앞에게 다 강다라 사게까니 유누페 상마 전환 유누페 상마 당어도 수 지루루도 붙이 아니 지 줄로단 주주기 참팅고라 계지시 다지 다와든 정도 나랑 회라지 지 다와 카르카리요레 아니 전조 파소 동네도 붙이래체 직절라 아니 만도 같은데 가리요 같은 전조 비전에 먼저 직절라 편도도 가리요메 콜로 동네도 붙이 아니 저 최신에 다 등산 지속이 나라야 지 가르소레 이 첩식이 너무 가와이네 첩식이 녀라망고치 아니 출루기 녀라망고치 아니 미리 신고기 녀라망고치 근데 녀라망고치 여도 갑도라 아니 지랑기 녀라망고치기 펜바디 자위기 차샤나 소수기 추기 샘디 둘투비하다 추기 펜바이비 계절에 갑갑라야 그 추코나야 고 녀라나야기 지도고 차네 아니 야고 연구야 말와 되는데 인도가 저 최슈디 다들 모두 줄로 타마 참핀 시하고 그래 직제고래 타마기 셰야들 레라고요래 셰초래 이네 갑법라 소수 삼다나 인지미지 당한진 직질로 투 파투가 도수투가 용 냠도 자치동 샤라치 냠도 추 까면시 냠도 낭 지부도 체 아니야 진짜 진짜랑 제 마토비네 다 등산 잘람게 갑라야 답변에 단다티 모뎁 태동 주니야 잘람토네야 먼저 사마수루르체 까면시나 직직랑 워셴바체 툴람제 어딘데시아디 소소기 개천부도 통송 아니 다지 잘람토네 모뎁 태동 시야 토네 제발라야 먼저 팅 망고지 쳐다 전에 냠도 좀래 냠도레레레 좀기 먼저 사마 직질라 모션바 야로도 이제 디치로도 이제 첩라야도다 아니 미싱에 인지민지질라 데와체 모션 제고아디 오늘한테 참정기 지사시 된데도 된데도가라 땅어주 모뎁 태동노 줄이야 된데지 제비에나 아니야 모뎁 태동 줄을 생겨나 뭐 참말라야 디스지 가르소레 야부도지 편도도지 체도 주도지 그래 삼삼지 그런 상부텐데 지키네 아니 되지기요래 아니 산이 남부도 참마 패통이요나 페로나 아니 같이 패통이면 아니 하신다 디데콜로 도나시기요나 아니 다다 얘기 모뎁 기준에 아니 파수 텐데 요래치는 소로나 쉬어이 아니 투지체 남부도 참마 투지체 생겨 참마 투지체 아니 나 본적 아무라 나랑 온딜라 투지체 rinpoche toji che ke kugab dana dinda naba katin che shuyi tuji che rinpoche